Ребят, всем привет! У нас сегодня новый рецепт. Сегодня будем готовить мясо по-афгански. Вот в таком новеньком афганском казане. Кстати, такие казаны можно приобрести в МХ-шопе, ссылочка внизу в описании. Для приготовления сегодняшнего блюда нам потребуется говяжьи ребра. Также мы взяли свиные ребра. Можно использовать бараньи, на ваш вкус, любое мясо. И мякоть говяжья, это опять по усмотрению. Можно вообще из мякоти сделать, можно с косточками, кто как любит. Обязательно потребуется соль, перец, 4 средние луковицы, 1 морковина, вот такой вот узбекский чеснок, я не знаю, здесь, наверное, как 2 головки обычного, немножко имбиря, острый жгучий перец, обязательно попробую, посмотрим, сколько будем использовать, кориандр и лавровый лист. Рецепт очень вкусный, это вообще новинка, готовить в таком казане. На самом деле подготовка и само приготовление очень простое, но займет длительного времени, чтобы мясо получилось очень нежным и вкусным. Не будем далеко отходить, начнем с нарезки лука. Лук мы будем резать в нашем случае кольцами, вы можете резать полукольцами, это вообще не важно, совершенно не важно. Нарезаем лук. Лук у нас порезан, теперь порежем чеснок. На самом деле, если у вас мелкие головки чеснока, их можно не резать, так как у нас такие здоровые, там на 3-4 части, вот так вот приблизительно. Теперь морковь, также там крупным кубиком, соломкой, кому как угодно. Тут совершенно не важно. Вот я возьму прям и вот так вот порежу морковь. Можно хоть целиковые кидать. Также имбирь. Имбирь просто порежем на такие полосочки. Есть его никто не будет, но свой вкус блюду он отдаст. Можно вот так вот. Помельче, тоже подготовлено. Острый жгучий перец. Пробуем сначала на остроту обязательно, как я это делаю. Давно не делал, но обычно пробую. Хорош. Реально хорош. На все блюдо, я не знаю, вот так. Больше не буду, потому что у нас жены, может, с детьми будут пробовать. Больше рисковать не буду. Его прям меленько порублю. И то это кончик. Как говорится, кончик он самый такой не острый. Острота идет туда, ближе к корешку его. Вот так вот меленько. Ну, на все блюдо это будет нормально. Но не больше. Хотя, смотрите по вкусу и советую такие перцы пробовать. Это не вот этот, бывает китайский или какой-то вьетнамский, который не острый. Лаврушка, кориандр, обязательно сейчас подготовим кориандр. Это опять по вашему вкусу. Но на все блюдо чайную ложку с горкой смело. Вот так вот будет достаточно. И перетолчем его. Аромат пошел. Вот такой вот кориандр. Убираем в сторонку. В принципе, все ингредиенты у нас подготовлены. Осталось порезать мясо, чем мы сейчас и займемся. Тут мельчить мы тоже не будем. Берем и разделяем по одному ребру. Ребра нарезаем. Естественно, этот рецепт не совсем афганский, а может быть мы его даже назовем мясо по-афгански с русским акцентом, потому что, понятное дело, что в Афганистане не едят свинину, но по поводу мяса, любое мясо, вот, которое вы любите, используйте. Но я советую все-таки использовать мясо все равно с косточкой, какую-то реберную часть. Будь то баранина, будь то свинина, говядина, все что угодно, что вы любите, такое мясо и берите. По одному ребру разделали свинину, следом у нас пойдет говядина. Также между ребер просто нарезаем. Вот такие какие-то большие куски получаются. Но в афганском казане все приготовится. Тут не надо смотреть. Можно вообще огромный кусок мяса взять и приготовить его там целиком. И здесь это даже целиком оставим. И так перерезаем все мясо. Ну все, все ингредиенты у нас подготовлены. Берем наш пылесос.
точнее афганский казан. На самом деле на эту вещь у меня огромные надежды. Я возлагаю, что будут блюда в нем получаться очень вкусные. Будем продолжать в нем и дальше снимать рецепты иногда. Казан мы до первой готовки мы его обработали. Видео тоже будет, как мы обработали и подготовили казан к работе. Все, берем на дно, высыпаем лук кольцами небольшой, вот так вот прям в один слой. И сверху еще немножко можно. Вот так. И сверху высыпаем мясо. Сначала давайте на ребрышках, хотя в принципе это не так важно. Укладываем мясо. Говядину, свинину, все вперемешку. Свинина у нас пожирнее, говядина попаснее. Укладываем слой мяса. Положили первый слой мяса. Обязательно добавляем соль. Я это буду делать жменями. Олег, сколько соли? Ну, 1/80 жмени на каждый слой. Посмотрим, сколько слоев получится. Посолили, добавляем кориандр по вкусу и свежемолотый перец. Можно использовать перец горошком. Ну, насчет приправ я рассказывать не буду. Какие вы любите приправы к мясу, такие добавляйте. Добавили перец, немножко чеснока. Просто вот так покидали. Морковку в произвольном порядке. Чеснок, имбирь и немножко жгучего перчика, вот так вот. И дальше делаем то же самое. Слой лука в произвольном порядке, абсолютно. Чем удобен этот казан, я считаю, в нем может вообще любой человек приготовить без проблем, ничего сложного. Положил все ингредиенты. Можно готовить мясо, супы, щи, думлему, я не знаю, басму, да все что угодно. Продолжаем укладывать слой за слоем. Все делаем то же самое, солим, перчим и добавляем кориандр на каждый слой. Свежемолотый перец. Вот здесь уже на этом этапе, это у нас примерно середина блюда, скажем так, добавим лавровый лист. Листик. Можно даже 2, пускай они здесь будут в центре. Тоже дадут свой аромат. Опять лук пошел. Основное, конечно, это мясо, но мясо с луком, тушеное, приготовленное в собственном соку и в луковом соку, это будет очень вкусно, я вам это гарантирую. Кстати, казан надо закладывать на 2/3. Ни в коем случае его не надо забивать полностью. Максимум 2/3 казана, потому что, чтоб пар, чтоб не забивались клапана пищей, 2/3 жидкость выдаст. Никакую воду мы сюда лить не будем. Вот у нас как раз я четко рассчитал. Так и получилось. Сейчас утрамбуем 2/3 казана. Ну все, ребят. На 2/3 у нас заполнен, уже такой тяжеленький стал. Еще раз говорю, казан заполняем на 2/3, не больше ни в коем случае. Мы никакую воду не добавляем сюда. Закрываем крышку нашу. И закручиваем, не надо прям вот до упора, как говорится, от души. Это можно сломать реально резьбу. Просто вот насколько крутится. Вот, все, сильнее я не буду делать. Блин, увесистый такой стал. Идем, можно поставить как дома на плите, в угли, в костер. Главное, чтобы сильного пламени не было, иначе вот эти вот крышки клапанов, они все-таки пластиковые, могут обгореть. А так на костер, на мангал, на таган, на печку от казана, на решетку, на угли, на плиту. Где угодно можно готовить. Идем, мы будем готовить на мангале. Погодка у нас, смотрите, ребят, вообще нифига не летная, но у нас есть крыша, поэтому поставили все под крышу. Главное отойти от ветра. О, угли разгорелись, отлично. Высыпаем угли. Вот эти угли у нас очень мощные. Готовить будем, наверное, часа 3. Не наверное, а будем готовить 3 часа. По необходимости будем, естественно, угли подкидывать. Ставим казан, как только пойдет пар,
Засекаем 3 часа. Через 3 часа снимаем и показываем вам, что получилось. Ну что, ребят, долгожданный момент. Прошло у нас 3 часа, как стоит казан. Несем его, и сейчас будет самое интересное. Я думаю, всем интересно, нам в том числе, что там получилось. Смотрите, он продолжает шипеть. Давайте подождем буквально минуту, чтобы стравилось давление. И после этого откроем, положим в наше блюдо и покажем, что там получилось. Самим очень интересно. Надеюсь, это будет безумно вкусно. Олег, расскажи про запахи. Запахи стоят такие, мы, короче, идет сосед по гаражу с соседней линии. Говорим, подойди хоть понюхай. Он говорит, готово, не готово? Я говорю, нет, еще не готово, подождем. Подойди хоть понюхай, какие запахи. Он говорит, слушай, там даже чувствуются эти запахи. Поэтому сейчас откроем, все покажем. Не будем много разговоров, много текста не будет. Просто покажем, как получилось мясо и попробуем его. Ну-ка. А вот, кстати, все, давление сошло. Практически. Можно открывать. Откручиваем. Шумовкой досадим? Да, И посмотрим шумовкой, посмотрим, что там получилось. А? Это резинка, уплотнитель. Все нормально. Пока убираем в сторонку. 3 часа. Да, воды не добавляли вообще, но я уже вижу. Посмотрите, вот если можно камеру направить, мясо практически полностью в бульоне. Ни капли воды не добавлялось. Что рассказывать? Берем шумовку и показываем, что получилось. Уплотнительное кольцо. Все, я уже вижу. Ну, сейчас достану. Не будем показывать, как я все достаю, да, но просто покажу. Нет, доставай все. По первому мясу. Все доставай. Дим. Мясо можно мазать на хлеб. И вот на эта косточка, которая была от ребрышек, вот она уже у меня в руке. Здесь чистое мясо. Она не развалилась. Слушай, пробовать. Это какая говядина? В принципе, она мягкая. Вот реально, смотрите, я могу ее... Сломать? Она стала мягкой, вот. Просто капец. Подержать 4 часа, можно есть и кости. Сейчас все достаем и Ну это дегустируем. говядина, а курицу, наверное, бы... Курица вообще... уже бы, эту кость я бы уже съел, я думаю, да. 3 часа. Достаем. Аромат все в бульоне. Класс. Причем это собственный сок. Еще раз скажу, что мы не добавляли вообще ни грамма воды. Смотрите на это. Вот говяжья кость широкая. Просто она вот так вот горячо очень и вытаскивается. Кстати, можно все кости вытащить вот так вот. Некоторые уже просто, вот они сами отдельно. Ребят, я думаю, вы видите, как получилось. Сейчас все выкладываем. Обязательно попробуем. Ну, что рассказывать про это мясо? Ваши любимые специи, приправы. А мясо просто лучше, чем любая тушенка. Уже запах на весь гараж. А кто любит бульоны, это вообще в собственном соку. Посмотрите, сколько бульона, вот просто. Там примерно, наверное, пол-литра. Это чисто бульона мясного. Даже может быть больше, да. Ну все, вытаскиваем. Вот так вот надо готовить мясные бульоны и мясо. Блин, я не знаю, что здесь рассказывать. Просто вот так вот берется косточка и вытаскивается. Ребят, все, будем заканчивать на этом наше видео. По вкусам, я думаю, вы сами все понимаете, как получилось. Просто обалденная вещь.
В казане такого не приготовишь. Все-таки здесь готовится еда под давлением. Это совсем другое. Вообще совершенно другой уровень готовки. И причем уровень готовки совершенно для лентяев. Вот реально взял все, закидал, приготовил и вкусно поел. Это чудо. В казане у нас не было ни разу ни одного такого блюда, чтобы вот так вот вылетали вот так вот, как показывают там. Все, мясо слетело. Вот они косточки. Я думаю, вы сами все видите. Всем пока. Ну а за рецепт лайкосик поставьте. Всем пока. Все ссылки внизу в описании.